Всем большой привет! Сегодня хочу показать вам, как укоротить и подшить джинсы, если у вас нет швейной машины. Прежде чем начать, хочу пригласить вас на наш канал «Кулинарная гармония». Для тех, кто любит готовить и радовать себя и своих близких вкусными блюдами. На нашем канале вы найдете много интересных и проверенных рецептов из доступных продуктов. Также подписывайтесь и на наш кулинарный канал с диетическими рецептами. Ссылочки на эти каналы будут внизу под этим видео. Подписывайтесь, будем очень рады. Ну что, давайте теперь приступим. Для того, чтобы подшить джинсы, нам понадобится наперсток, так как на швах идет утолщение ткани, поэтому там трудно протолкнуть иголочку. И там я использую наперсток. Также нам понадобится иголка. Нитки я использую полиэстеровые. В продаже есть нитки для джинсовой ткани. Но так как я не нашла нужный мне оттенок, я взяла полиэстеровые. Просто буду в 2 нитки шить. Также понадобится линеечка. И мел или мыло. Я использую мыло. Оно исчезает под паром. Это очень удобно. И ножнички. Вот мы одели джинсы. Отделочную строчку я выпорола. И теперь мы будем их подгибать. Нужно обязательно одеть ремень. Обязательно обуваем обувь, с которой мы будем носить наши джинсы. Ориентироваться я буду по задней части. Вот я подогну на середину каблука. Здесь каблука нет, но вообще ориентируемся вот на серединку. Чтобы они не были подстреленные и чтобы не были слишком длинные. И отмечаю. Дальше мы уже снимем, и я буду отмечать, сколько укорачивать. Ну вот я выложила наши джинсы, совместила швы. Все закрепила. И вот задняя часть у нас была отметка, я прочертила ровно линию. И так как впереди у нас собирается много ткани, мы где-то 5-7 миллиметров уберем. Вот прочертили ровненько и чуть-чуть поднимем, чтобы там поменьше собиралось. Так как там, где пятка, у нас ткань ровно лежит, а впереди вот собирается. Поэтому мы совсем чуть-чуть убираем. Ну а дальше уже я повторю подгиб, как был. На джинсах 2 сантиметра на подгибку. И еще 1. И совместим наши линии. Ну и будем совмещать, чертить линии. И соединим наш 1 сантиметр еще на подгибку. Вот наша линия подгиба, и 2 раза мы подгибаем. И прямо отрезаем. Пришлось еще по отдельности чуть-чуть подровнять, так как ткань толстая. Все ездит и очень неудобно. Теперь убираем наши булавочки. Вот задняя часть, вот передняя. Чуть-чуть у нас покороче вышла. На 5-7 миллиметров. Сейчас я наведу. И внутри я тоже 2 миллиметра. Очень плавненько. Вот таким образом. Не было резких переходов. Тут у меня сколото. Еще уберу во внутренней части и плавно выведу. Вот во внутренней части я 2 миллиметра убрала. Вот они у меня сколоты. Вот получается, у меня видно, чуть-чуть совсем я убрала во внутренней части. Вот задняя часть, вот передняя часть. И вот внутри видно вот боковая часть и внутренняя. Я вот 2 миллиметра. Вот видно, тут чуть-чуть длиннее. Где-то 2 миллиметра я на нет к передней части и задней внутреннюю часть чуть-чуть срезала. Боковые, получается, у меня чуть-чуть подлиннее. На 2-3 миллиметра. Теперь мы берем, рассоединяем наши штанины. И вокруг каждую штанину мы отмечаем и будем подгибать. Ну вот, я 2 штанины отметила уже вокруг, прочертила линии.
И теперь буду подгибать. Следим за нашей отметочкой. Я наметываю где-то 2-3 миллиметра от подгиба. Здесь, где шов, мы прометаем несколько раз, так как он очень неудобное место, у нас может разворачиваться. И таким образом подгибаем низ наших джинсов. Ну вот мы подогнули наши края, наметали все. И сейчас я пройдусь утюгом, чтобы были меньше утолщения. Намечала я мылом, поэтому думаю, что оно сейчас должно исчезнуть у нас. Вот это утолщение хорошенько пройдемся паром, подержим утюг. И возможно даже отбить деревянным молотком. Или вот как я брусочком чуть-чуть отобью, чтобы ткань стала рыхлее и лучше прокалывалась. И снова паром. И я использую деревянный брусок вместо пресса. И чуть-чуть подержу, вот, чтобы запрессовалось. Вот как у нас получается. И так дальше. У меня машинка есть, но я не хочу ее использовать, так как ломаются иглы на вот этих вот утолщениях, очень плохо идет, и я переживаю, чтобы там внутри даже детали не сместились постепенно. Не хочу портить машинку, и мне проще руками сделать. Ну и вот это утолщение мы тоже сейчас придавим. Хорошенько держим утюг с паром. И я отобью бруском. Вы можете деревянным молотком отбить. Так как у меня нет, я отбиваю брусочком. И снова паром. Подержим утюг. И теперь снова держим брусок. И все, вот у нас штанина. Вот я могу вот так же и вместе подержать. Утюг хороший у меня, подошва хорошая, лассы вроде бы не оставляем. Ну, по крайней мере, на этой ткани. Поэтому я без проутюжельника. Если чуть-чуть останется, то я потом еще паром пройдусь и все поубираю. Потому что штанины узкие, мне неудобно подлазить. Ну и также делаем и другую часть. Вот смотрите, что у нас получилось. Эту мы приутюжили, и вот это. Все, теперь я эту сделаю. Одну штанину я уже прошила. И теперь давайте другую прошьем вместе. Но хочу порекомендовать вам выбирать нитки чуть темнее, вот, чем это. Если вам не удается такой же точно цвет подобрать, лучше выбрать чуть темнее. Так как у меня, вот видите, она выглядит светлее, чем надо. Но я надеюсь, что после стирки она чуть-чуть затрется. Не знаю, будут они линять или нет. Но что она так явно не будет выделяться. Если вы боитесь, что можете прошить неровно, можете выбрать нитку в цвет джинсовый. Тогда ее не будет явно видно.
Вот так наш стежок выглядит с изнанки и вот так с лица. Прежде чем начать, давайте попробуем на кусочки ткани. Вот мы протянули нитку. Вот узелок наш. И теперь прокалываем назад и вперед. Вот как у нас получается. И вытягиваем. Теперь стараемся попасть вот сюда, стараемся попасть точно в точечку сюда, где ниточка у нас в отверстие. И стараемся делать одинаковые стежки. Вот, смотрите как. И вытягиваем сюда. Снова стараемся попасть в это же отверстие. Вот. И вперед стараемся делать одинаковые стежки. Я ориентируюсь, чтобы ровно было по иголочке. Вот ложу вот так. И у меня как бы получается, вот видите, иголочка ложится на эти стежки. И сразу видно, как наша строчечка будет идти, чтобы ровно, чтобы была она ровная. Снова прокалываем в эту же. Находим, чтобы одинаковый стежок был расстояние. Я ложу иголочку сюда. Как бы стараюсь иголку ложить так, чтобы видеть, где дальше прокладывать стежки. Вот я попадаю сюда, в отверстие, где наша ниточка проходила. И ложу иголку сюда, смотрю, чтобы направление прямое было вот так. Вот с изнанки, вот с лица. Ну, здесь стежки крупные. Так, примерно здесь. Иголочку сюда. Таким стежком я себе пошила жилетку. Правда, она была с буклированной ткани, там видно не было, но вся она получилась очень аккуратная. Такое впечатление, что я ее шила на машинке. Тонкую ткань, я не знаю, ну навряд ли подойдет такой стежок, так как там сильно не отрегулируешь. Она может стянуть саму ткань, если там шифон, шелк или другие тонкие ткани. Я думаю, что она может все-таки стянуть. А так, таким стежком, если нет машинки, можно даже заменить молнию вот на джинсах более плотных тканей. Такой стежок отлично подходит. Вот я уже начала. Ну, как я уже говорила, если вы боитесь, что будет неровно, ну, там совсем все под микроскопом, так как нить получилась светлая на фоне джинсов, можете взять нитки в цвет джинс. Ну, по крайней мере, будет аккуратнее, чем подгибать там или еще что-нибудь делать. Нет лишних слоев ткани. И перед тем, как начать шить, я вам предлагаю, ну, сантиметра 3-5 потренироваться, прошить, чтобы привыкла рука. И тогда можно начинать. Ну, зато здесь уже будет почти как с магазина. Здесь может не получиться, так как на кусочке ткани, вот когда мы сразу прокалывали, так как стежки тут мелкие, поэтому я прокалываю ровно в отверстие, где наша ниточка проходила. И вытягиваю. И смотрите, здесь сгиб весь чувствуется пальчиками, поэтому я ориентируюсь, пальчиками чувствую, где прокалывать.
Ну и вот так мы дальше шьем. Узелочек я прячу между тканями, так, чтобы его не было видно здесь, чтобы он не цеплялся, не распустился. Вот так вот шьем вокруг. И затем делаем влажно-тепловую обработку. Мы перешли к гладильной доске. Проутюжильник я сложила в несколько слоев, чтобы меньше отпечатывались швы и не было лаз. И хорошенечко подержим утюгом. И подержим. И также утюжим другую штанину. Хорошенечко со всех сторон. С лица я через проутюжильник утюжу. На этом будем прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всего вам самого наилучшего, хороших идей интересных, отличного настроения. Пока-пока.